Всем привет, друзья! С вами Алексей, и мы продолжаем играть в игру The Stanley Parable. Я продолжаю вам показывать секреты, различные концовочки. И сейчас я вам покажу вам одну из концовочек. Да, в этом месте мы уже были. Но здесь есть показанные комнаты красным цветом. Вот, Феррит. Одну мы увидели. Вот еще одна. Все, мы их увидели. Просто мы должны были их увидеть. В следующей перезапуске игры мы попадем кое-куда. Это вы увидите позже. То есть, по идее, в этой комнате, где у нас спойлер по сути сюжета, мы должны были увидеть эти комнаты. А если бы мы их не увидели, у нас не было бы интересной концовочки. Я не знаю точно, получится ли у меня сейчас это сделать или нет. Ой, что-то я совсем охрип. Приболел. В общем, мы идем туда, где у нас куча дверей. Так, получилось, нет? Получилось, смотрите-ка. Вот она. Ну да, так оно и есть. Did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or? Нет. Hold on. Я ничего не делал. I'm the one who wrote the story. Was right here just a minute ago. I know Именно. that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Сюда нельзя, а сюда можно, да? Ну, то есть я обошел с другой стороны. Допустим. И куда я иду? Куда я иду? По-моему, это все бесполезно вообще. Здесь самые разнообразные коридоры. А именно одинаковые на самом деле. Опа. Опа, куда я иду? Не знаю. Я вернулся обратно, в общем. Хорошо, давай. Перезапусти. Угу, допустим. Мы перезапустили игру. Мы идем все туда же. Ой, я совсем охрип, горло болит. Извиняйте. Так, теперь я вообще двери не вижу. Ни одной. Ну, конечно. Давай вернемся. Я думаю, нет, но... Ладно. Давай вернемся. В самое начало. Как? Как? Ладно. Но, по-моему, это петля. Ладно. Обратно. Что происходит? Да как? Все облезло, я думаю, это уже на другое место. Это уже какая-то стройка, я не знаю, или заброшенное здание. Неужели? Я проходил игру всего один раз. По-настоящему. А это мой второй раз, да? А где вход? Я все сделал по твоему велению, правильно? Виноват ты. Опять же. Загрузились-таки. И что мы видим?
Полоска. I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. И она приведет нас туда, куда нужно, да? Я уже вижу. Вот некоторые двери открываются с помощью таких секретов. Это одно из них. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Это одна из причин, почему игра выносит мозг. Are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stay with me. Now we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Чего ты несешь? Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Да. Прыгать я не умею, поэтому не получится. Уйди, стул, мешаешься. О! Офигеть просто. Бежим. Там. Офигительно просто. Что за бред? Полоса, что ты делаешь? Прекрати. Че? Показалось. Все, успокойтесь уже. Ира, ты просто не знаешь. Папоротник? Нет. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story. Подожди. Ну да. Мы вернулись. Как мы могли вернуться? Как? Подожди. Оно ведет в одно и то же место. Так ведь? Нет? Как это вообще возможно? Как это? Ой, ребята, совсем охрип уже я. Трудно говорить. Совсем голос сел при болезни. Куда я иду? Ребята. Голос. Ты привел меня опять к спойлеру. Вон, ферит. Разумеется. Опять же. Полоса. Давай меня больше не обманывай. Что? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Сюда? Окей. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path. Пустые, бесконечные, длинные коридоры, да? Это очень интересно. Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Офигенно просто. Мы придумали свою историю, да? Мы заблудились. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge. Причем тут я вообще? Я в этом участие не принимаю. Полоса делает свое дело. Она вылезла прямо... Не помню откуда, не смотрел.
Полоса, ты куда? Ладно. Как желаешь. Мы пойдем без тебя. A choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important. Ладно. Подождем. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Что? Ладно. I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. А ты уверен? Может быть, ты лучше откроешь левую? Нет? Я отсюда уже вижу, что там что-то не то. Confusion ending. Типа конец. Финальный рестарт. Ну, я на это надеялся. Я знал, это будет концовочкой. Ваше время, проведенное в игре. 16 минут за сегодняшний день. На самом деле нет, бывает такое, что ты запоминаешь некоторые детали и повторяешь их, и потом изменяешь что-то либо. Такое бывает. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. Самые разные рестарты. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Ладно. Что? Does that mean, did we do it? То есть я больше не играю, да? Whatever it is that made this schedule. Ваше время в игре больше не идет. Will someone come for us? Will something happen? Ты остановил игру, да? Неправильная концовочка, в общем. Мы сломали игру. Однажды мы также сделали в прошлой серии. Другим путем. Что? В общем, он не договорил, и игра сама перезапустилась. Мы как бы ее сломали. Был сбой. Ясно. Ладно. В общем, еще один секретик. В общем, когда мы выдергиваем телефон из розетки, когда игра ломается, почти что, то есть мы выходим к двум дверям. Мы должны вести себя как Стэнли. Мы не должны сделать так, чтобы мы опять пошли направо и сломали игру полностью. Мы сразу же идем налево. По прямой до конца. Теперь офис изменился. Он совсем другой. Теперь мы не можем выйти вообще никуда. Ну, точно так же. Ни в одну из дверей. Ну и ладно. Мы идем в изменившийся офис. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Ночная рыба, что ли? 115? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Пожалуйста, скажите номер. Ну или как там, кодовую фразу. Поскольку наш персонаж не разговаривает, скорее всего, он не откроет ничего. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver. Night Shark 115. Я нажимаю.
он ничего не делает. Скорее всего, нужно дождаться, пока рассказчик будет говорить и говорить. Я понимаю, но я не умею и не могу. Скажите за меня. It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. У меня нет выбора, понимаешь? Он не делает ничего. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. Ага. Что? Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, допустим, the door on his left. Я все сделал, но как? Мне пройти дальше. Допустим, опять же мы поднимаемся выше. Короче, ребята, я не знаю, что делать. Когда я пытаюсь пойти к лестнице и подняться, он в рандомных местах меня возвращает обратно. К этому месту и говорит все по новой. Не знаю, в чем дело, я ничего не трогаю, просто иду наверх. То есть я пытался несколько раз это сделать, он обратно меня перемещает сюда. В чем дело, я не понимаю. Давайте сходим направо. Что у нас здесь? Сломано все. Конечно. Ладно. Мы вернемся. Я вам покажу. Если, конечно, не сломалось все опять. Я понял. Бесполезно, в общем. В общем, господа, я больше ничего не могу вам показать, поскольку я больше ничего не знаю. Нет, я, конечно же, знаю некоторые секретики, но они делаются с помощью консоли. То есть с помощью стимовской версии. А у меня на самом деле только скачанная с интернета. То есть я мог бы вам показать больше концовочек. Там, насколько я знаю, в консоле можно набрать... Я не знаю точно, что именно. Я в интернете видел уже на YouTube. Поэтому сейчас сказать не могу. Ну, в общем, надеюсь, все, что я вам показал, вам было интересно. Такая вот коротенькая серия по сравнению с остальными. В общем, спасибо за просмотр. Если вы знаете больше, пишите в комментарии, я буду рад вам показать. И буду рад увидеть сам. Спасибо за просмотр. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи.